Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События до конца весны. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня колода Таро ангелов, поддержки, патронажа ангелов. И правда, весна у нас заканчивается месяцем маем, и доброе небо мая располагает к тому, чтобы мы все подвели где-то своеобразный итог и вспомнили, какие задачи мы ставили перед собой на начало весны, а то и на начало года, что мы сумели осуществить, реализовать, а что уже не имеет смысла. Чтобы мы были добрее к собственной мечте, к собственным планам, безусловно, к собственной душе, к самим себе, простили себя, где-то других за совершенные ошибки и пошли дальше. И если мы не можем вернуться назад, чтобы правильно начать, мы можем устремиться вперед, чтобы правильно закончить. И отпустить с душевным спокойствием все то, что мы не в силах изменить. И сконцентрировать силу, волю, мужество на тех проектах, которые действительно для нас имеют смысл, значение и то, что осуществить в наших силах. И, безусловно, призвать мудрость, чтобы суметь отличить одно от другого. Так вот, повторюсь, доброе небо мая как раз располагает ко всем этим энергиям. Мои дорогие водолеи, я оставлю ссылку в описании под видео на свой сайт, где у меня есть статья «Май 2024 года», и там присутствует гороскоп. Я более подробно все планетарные события описала для всех знаков зодиака, поэтому можете себя и по асценденту, и по луне посмотреть. Какие-то подсказки, я думаю, будут, а мы идем дальше. Так вот, первая карта с учетом события до конца весны. Что же на повестке? Что окончательно завершится для вас, мои дорогие водолеи, до конца весны? Что это? Или сфера жизни, где вы подведете какой-то баланс. А что нового войдет в вашу жизнь? Карта неожиданности. И чем запомнится вам период до конца весны? В принципе, весенний период. 3 карты на событие. То событие, которое войдет в вашу жизнь для благополучия, радости. То событие или тоже сфера жизни, где происходят перемены, или то, что вас подталкивает к переменам. И событие или сфера жизни, то, что вас заставляет измениться. Итак, что же завершается для вас? Ожидание. Семерка земли. Ожидание урожая. Ожидание денег. У кого-то, может быть, гонорар задерживался. Или, я знаю, среди вас много творческих людей, мои дорогие водолеи. Может быть, и правда, по непредвиденным причинам вы не могли получить деньги за проделанную работу. Вот здесь буквально сбор урожая. Да, для кого-то из вас это будет еще означать, что завершается долгий период ожидания, допустим, каких-то проектов или подписаний, соглашений, каких-то контрактов, которые могут быть связаны именно с финансами. Или вы хотели закрыть кредит, а у вас все как-то все не получалось. Но есть то, что сильнее нас, вот как раз по этой карте, потому что сбор урожая у нас происходит буквально, у нас показан садовник, который ждет, когда подойдет уже вот это время и плоды созреют. Так вот, что завершится? Плоды созрели, и этот урожай мы получаем. Но пока они зрели, или мы будем говорить, почему были какие-то задержки, это было вызвано рядом причин, которые вы не могли изменить. Так вот, то, что вы не могли изменить, а вынужденно ожидали, оно завершается. Сама по себе реализация. И в то же время карта спокойного периода. Карта терпения, безусловно. Вот какое-то терпение у вас тоже может закончиться, мои дорогие. И вы для себя какой-то новый курс возьмете. Давайте мы узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. Праздник сам по себе. Действительно, сбор урожая. Дальше что следует у нас? Праздник. И это контакты, это дружба, новые формы сотрудничества. Может быть, удачное решение вопросов посредством договоренности. Все-таки трое. И, безусловно, дипломатии по этой карте это тоже проходит. Что нового войдет в вашу жизнь? Вы знаете, больше порядка, больше взаимопонимания, больше дружбы или с теми людьми, которые вам буквально нужны.
Или это те люди, нам ведь не говорят, что все трое друг к другу искренне относятся. Или думают одинаково. Нет, но они нашли способ, чтобы устроить этот самый праздник. Или нашли способ договориться. Вот что-то новое, подобное, когда решить, может быть, вопрос путем договоренностей. Может быть, где-то, ну, так придется вам скорректировать свое поведение или с учетом обстановки скорректировать свои дальнейшие планы. Все зависит от того, какая обстановка вокруг вас или вот эти самые обстоятельства, которые обуславливали вот задержку в чем-то. Но или мытьем, или катанием. Вот есть такая прекрасная фраза. Вы все равно находите выход для решения какого-то вопроса, и праздник, он у вас уже обеспечен, по крайней мере, до конца весны. Где-то, может быть, когда Меркурий у нас перейдет в знак зодиака Телец, это произойдет после 15 мая, а первую половину мая у нас Меркурий находится в Овне, и здесь больше ясности, конкретики, а в Тельце больше благополучия. Вот как раз, правда, вот какой-то итог у вас получится очень приятный, благополучный, радостный, мои дорогие Водолеи. Неожиданности, деньги, ну вот все то, что я говорила, или решение вопросов по части недвижимости, семьи, переезда вашей семьи, сам по себе гонорар, который вас порадует, новые возможности, уверенность в сегодняшнем дне, уверенность в завтрашнем. Все-таки десятка земли, это десятка пентаклей, это по максимуму какой-то великолепный итог. Может быть, вы даже думали что-то, но то, что может где-то пробуксовывать, а тут нет, скорее всего, вы останетесь довольны той неожиданностью, которая приходит. Или для вас, мои дорогие водолеи, это новые формы сотрудничества, заработки. Все же деньги у нас показаны, правда, десятка земли. Но и вопросы недвижимости. Если вы хотели купить, продать, в одном месте продаем, в другом покупаем. Здесь тоже что-то для вас складывается в плюс. Может быть, в мае месяце вы найдете, допустим, покупателя конкретного и будете уже искать покупку нового чего-то. Что-либо конкретизируется в какую-то надежную форму, в неожиданностях. Прекрасно. Чем запомнится период? Вообще дальше можно не смотреть. Две десятки. Десятка пентаклей, десятка кубков, любовь. Вот здесь конкретно семья, любовь и радость. Нечего добавить. Это радость с близкими, взаимопонимание, это и творчество, это и вдохновение, это и эмпатия, это и решение финансовых вопросов. Все же в благополучии обе эти карты пересекаются, несмотря на то, что кубки больше чувств, а здесь больше конкретики и материализма. Поэтому, ну, единение, наверное, ваших планов, как возвышенное и земное, у вас в полной гармонии, нечего добавить, чем запомнится, как неожиданности. Но даже неожиданности тут для вас складываются в какой-то плюс. Прекрасно. Идем дальше. То событие, которое для радости. Восьмерка жезлов. Это когда вы можете осуществить какой-то переезд или быстрая новость приходит. По этой карте вы должны, мы всегда по восьмерке жезлов быстро реагируем на что-то. Или неважно, какое это событие, какой сферы жизни касается, оно значит, это где-то будет как раз и говорить о радостном событии, которое для вас либо будет с дальнейшим прогрессом, ну, как-то соотноситься, либо как о вашей победе, либо получении денег, либо, может быть, в личной жизни для кого-то предложение очень заманчивое, не совсем рационализаторское, хотя у кого-то рационализаторское. Карта скорости сама по себе, активности. И, знаете, если был период какого-то ожидания, а вот теперь вы набираете темп по этой карте, мы всегда набираем темп. Причем со знаком плюс. Вот такие энергии к радости, к благополучию, что-то улучшается. Причем вы это чувствуете до конца весны, до конца мая. Есть то, что вас радует, вдохновляет, делает счастливыми. Для тех, кто один или одна, мои дорогие водолеи, посмотрите на эти карты. Идеальное время выйти из своего сольного варианта, закончить это одиночество. Если вы хотите, конечно, этого, мы все разные. Но возможности есть. Небо мая таково, что способствует для того, чтобы вы ощутили полноту счастья, как и в материальном плане, так и в чувствах. Продумайте. Может быть, отправившись куда-то в поездку, вы встретите
человека по судьбе, для тех, кто один или одна. Или как-то очень быстро может начать меняться ваша жизнь. События, которые подталкивают вашу жизнь к переменам. Вот нечего сказать. Сами по себе перемены. Карта Илькаро. Это сила желаний по этой карте идет. И победа, успех, мои дорогие. Вы старший аркан. И все сферы жизни могут проиграться. У кого-то в личной жизни, как мы уже с вами сказали, у кого-то получение денег, получение новой должности, реализация вашего проекта подталкивает вас к дальнейшим переменам. Это не когда мы получаем что-то, обратите внимание, ведь тут уже нам показали, что есть определенный итог. А когда мы устремляемся вперед, это новые горизонты, это новый кругозор, это новые возможности, новые интересы, новое творчество, может быть, или какой-то творческий проект, или вы создадите какой-то шедевр, почему нет? Или, правда, совершите переезд куда-то очень далеко. Нет для вас ничего невозможного. И для вас последующий период очень благополучный, мои дорогие водолеи. Но это да, правильной оценки ситуации будет требовать от вас. И ну, где-то не включаться на провокацию. Вот, пожалуй, два момента, когда вам, ну, эмоции могут помешать. Ох, не успела сказать. События, которые заставляют измениться вас. Посмотрите, 10-й старший аркан так выглядит на этой карте. И эта карта фортуна. Вот та фортуна, которая к вам приходит, прогресс и перемены. Мне нечего добавить. У вас две карты перемен, и причем на те позиции, которые мы спросили, события, которые подтолкнет вашу жизнь к переменам. А тут внешние какие-то еще события добавляют. Ангелы, наверное, патронируют вашу жизнь, мои дорогие водолеи, и заставляют и вас самих измениться, и меняют вашу жизнь, как-то складывают в единый пазл, или какие-то точки, точнее, дороги сходятся в одной точке, когда вы можете видеть обстоятельства вашей жизни в более таком, как 3D-варианте, словно в объемной проекции вы видите свои перспективы. Причем все перспективы к радости, к счастью, к благополучию, изобилию, процветанию. Да, не расслабишься, праздник будет, но вы набираете темп, и какая-то ваша быстрая реакция или правильная оценка ситуации, где-то ваш интеллект, мои дорогие водолеи, потому что по этой карте мы не столько эмоционально реагируем, сколько интеллектуально. Мы продумываем варианты своих действий в связи с теми обстоятельствами, которые быстро меняются. Поэтому нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.